Война. День 191. Ситуация на фронтах. Вчера на Запорожскую АЭС прибыли инспекторы МАГАТЭ. При этом россияне не пустили независимых журналистов. Но все равно во время обхода станции была обнаружена военная техника РФ, которой на станции быть не должно. Также перед приездом россияне решили устроить представление в виде боя с якобы украинским десантом в Энергодаре с использованием танков и ударных вертолетов. По заявлениям россиян, весь десант был уничтожен. Вот только никаких доказательств десанта так и нет, да и в чем был смысл этого десанта, тоже не ясно. Юг. Аналитики из Rohan Consulting считают, что Украина пока не накопила достаточно сил для освобождения Херсона. В то же время, начатая атака на юге может быть битвой за инициативу. Россия сейчас вводит третий армейский корпус, и ей приходится реагировать на украинскую атаку, дабы удержать юг, вместо того, чтобы направить больше войск на восток для захвата Донецкой области. Сражения в Херсонской области продолжаются, но о каких-либо значимых успехах неизвестно. Российские военкоры публикуют карту прорыва ЗСУ в районе Давыдова Брода со стороны Сухого Ставка на Костромку и дальше на Брускинское. В случае успеха с Брускинским это позволит перерезать дорогу на Давыдов Брод, и российские войска окажутся там в сложном положении. На российской карте украинский выглядит как узкий коридор, но это не совсем так. Более правильную карту показывают финны, так как Белогорка уже под контролем ЗСУ. Находясь в обороне, российские войска размещают свои позиции под прикрытием жилой застройки и даже не стесняются показывать это. Появились кадры работы байрактаров на юге. Видимо, их появление и эффективные действия стали возможны благодаря падению ПВО с помощью противорадиолокационных ракет ХАРМ, что наблюдалось на протяжении прошлого месяца. Причем, судя по опубликованным пораженным целям, боеприпасы не особо жалеют и тратят даже на минометный расчет. Российская пропаганда продолжает сочинять потери Украины. Примечательного, в день они уничтожили 44 «Хаймарс», и это из 20 поставленных Украине за все время. В свою очередь, стали появляться кадры уничтоженной российской техники в ходе украинского наступления. И в целом, если считать подтвержденные по кадрам, то потери сопоставимы у обеих сторон. Восток. Харьков и пригороды обстреливают, но изменений на линии фронта не произошло. Южнее, в районе Изюма, похоже, украинским войскам удалось освободить Брашковку, а вот Долгенькая все еще остается под контролем российских войск. В районе Северска вот уже более месяца фронт остается стабильным, а сражения идут за Спорное и Ивано-Дарьевку. Дальше бои за Яковку и Солидар, но тоже без изменений. После падения завода Кнауф фронт установился на прилегающих улицах. На подступах к Бахмуту бои идут на пересечении трасс Т-1302 и М-03 и в полях вокруг. Южнее российские войска ведут штурм Зайцева и Кадему. Последнюю защищают ЦСУ с доминирующих высот за селом. Само село считается ничейным. В районе Донецка российские войска ослабили свой натиск и занимаются перегруппировкой. Также сообщается о том, что туда подходят подкрепления, как и на южный фланг. Быть может, именно на это направление и прибудет третий армейский корпус. Спасибо за просмотр, не забывайте свои лайки, комментарии адекватные, подписку на канал и колокольчик.